Всем привет! С вами канал со сложным названием, и сегодня мы поговорим про Haval Jolion. Он построен на модульной платформе Limon, которая улучшит вашу маневренность на трассе, обеспечит вам лучшую безопасность и комфорт. Рядом с ним сразу чувствуешь себя моложе, ведь каждая его черта внешнего вида воплощает современные тенденции дизайна автомобиля. Первое, что бросается в глаза, это оригинальная форма фар от Haval, которая полностью выполнена с использованием светодиодной технологии. Большую часть массивного бампера занимает мощная радиаторная решетка, которая выполнена под хром, обрамлена хромовой рамочкой. По центру располагается логотип Haval, под которым есть у нас камера для парковки. По всему периметру бампера располагаются датчики парктроников, а снизу же есть дополнительная решетка, только уже черного цвета, для охлаждения радиатора. Давайте посмотрим, как она выглядит в профиль. Давай попьем по стаканчику вина. Ребята, нам надо успеть, братан. В профиль автомобиль выглядит дутым за счет его выпуклых поверхностей крыльев, арок. Также у нас видно ребро жесткости, которое продолжается до самой задней фары. На боковых зеркалах заднего вида можно увидеть повторители поворотов и камеру кругового обзора. Автомобиль поставляется с 18-дюймовыми двухцветными легкосплавными колесными дисками с резиной 255 на 55 R18. Габаритные размеры автомобиля составляют длина 4472 мм, ширина 1841 мм, высота 1619 мм, колесная база 2700 мм и дорожный просвет в 19 см. Слушай, в комментариях часто пишут, что китайские автомобили быстро ржавеют. Что ты на это скажешь? Я скажу, что производитель дает гарантию на лакокрасочные покрытия 3 года и 12 лет гарантии на устойчивость от коррозии. Что хочется отметить в первую очередь в задней части автомобиля, так это форма фар. Интересная форма габаритов. Здесь у нас стопы, повторяются стоп и на верхней части крышки багажника, и повторители поворота. Довольно стильно смотрится. Как в переднем бампере, так и в заднем по всему периметру установлены датчики парктроников. Имеется камера кругового обзора. Снизу установлены 3 противотуманки и вот такая вот хромированная вставочка. Давайте посмотрим, что у нас внутри багажника. Видим, здесь полочка имеется такая вот. Объем багажника составляет 400 литров. В первую очередь у нас бросается в глаза, что здесь есть огнетушитель, есть аптечка. Вот, здесь написано на китайском, на английском. Посмотрим, что у нас под полом. Малоразмерное запасное колесо, естественно, треугольник, буксировочный крюк, ключ, домкрат, все, что необходимо. Так. Тазик, можно ноги помыть. Сразу же хочется отметить, что у нас появляется ровный пол. Увесистый. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем внутреннего сгорания, который развивает максимальную мощность 143 лошадиные силы и 210 ньютон-метров крутящего момента. Средний расход составляет примерно 6,8 литров на 100 километров пробега. Сочетается он с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным мокрым сцеплением. Офигеть! Кстати, забыл сказать, что также есть здесь вот такая вот шумка.
Особенностью данного капота является шумоизоляция. Теперь пройдемте в салон и посмотрим, что там внутри. Однозначно лучше, чем в Bike X7. Двойные стекла? Тройные. Так. Что хочется отметить? Такое все приятное. Мультируль с трехспицевым ободом, довольно мягкий и приятный. Здесь расположены у нас кнопки управления мультимедией. Сиденья у Havoc Jolion выполнены в оригинальном стиле. Имеют боковую поддержку. Материал, из которого они сделаны, это эко-кожа, скорее всего. Ну, достаточно удобные и комфортные. Имеют подогрев, вентиляцию. Также присутствует 6 направлений электрорегулировки водительского сидения. Давайте я продемонстрирую это. Вперед можно, назад, по высоте и наклон спинки. А пассажирское сиденье, к сожалению, не имеет электрорегулировки. Регулируется оно, как обычно, вручную. Вот здесь наклон спинки, естественно, вперед-назад. Удобный подлокотник под собой, имеет очень много места, в которое поместятся достаточно крупные вещи. Он продолжается двухэтажным центральным тоннелем. Кстати, вот есть подстаканник, тут один поменьше, другой побольше. Шайба переключения передач, кнопочка стояночного тормоза, автохолл. Здесь есть ниша покрупнее, может быть, ключ поставить. Ну а здесь поменьше какие-то документы или карточку можно. Также имеется для беспроводной зарядочки у нас место. Если телефон поддерживает, можно зарядить без проблем. На нижнем этаже расположена довольно просторная полочка. Имеется два порта USB. Один для зарядки телефона, а второй для подключения к мультимедии. А с этой стороны у нас выход на 12 вольт. Бардачок. Блин, выглядит таким большим, а на самом деле внутри вполне достаточно места. Торпеда выполнена из пластика. Чуть ниже у нас располагается тоже пластиковая вставочка под дерево. Здесь идет дефлектор обдува вентиляционный. Между двумя дефлекторами посередине расположена кнопка аварийки. Довольно оригинально. Мультимедийный дисплей на 12,3 дюйма, с которого в том числе можно управлять и климат-контролем. Вот здесь включить направление воздуха, обдув спереди, сзади. Ну, также и можно управлять и вот с этой панельки сенсорной. Вот я выключил. Посмотрим, что у нас по мультимедии в принципе есть. Картинки, музыка. Тут настройка, умное вождение, комфорт настроить. Много разных функций. Вот. Кстати, поддерживается как Android Auto, так и Apple CarPlay. Есть Wi-Fi, Bluetooth. То есть соответствует современным стандартам. Давайте я продемонстрирую вам функцию 3D модели. Вот камера обзора на 360 градусов. Здесь мы видим вид сзади. Можно менять положение. С любой стороны можно посмотреть на машину. Ну, удобная функция. Вот так это выглядит. Над чем действительно хорошо поработал производитель, так
это над системами безопасности автомобиля. В качестве активных систем безопасности здесь есть система АБС, ESP, ЕБД, система контроля слепых зон, система контроля полосы движения, экстренного торможения. А в качестве пассивной безопасности здесь установлены по подушке безопасности с передней части, в шторках и с боковых частей. У пассажиров тоже есть по подушке безопасности. Кстати, с завода здесь устанавливается видеорегистратор и камера слежения за усталостью водителя. Ну а здесь располагается панель управления люком. Вот. Шторка это. Подсветочка. Есть специальное место для очков. Козырьки с зеркалами и с подсветкой. Теперь давайте пройдем назад и посмотрим, каково сидится задним пассажиром. Да, да. Он закончил работу? М? Он закончил работу, тебе нужно ключи или что? Что? Что он тебе говорил? Садясь назад, много говорить не хочется. Хочется сказать, что здесь просто комфортно, удобно и просторно. Также светло за счет того, что панорамная крыша. Сзади есть подсветочка. Здесь где ручки. Сиденье обладает подогревом. Сбоку на дверях есть специальная кнопочка. По центру расположился у нас подлокотник с двумя подстаканниками. Имеется свой дефлектор вентиляции и также два гнезда, два порта зарядки. И снизу ниша. Оказывается, здесь есть еще сзади аэрбэги, я даже не заметил. На этом все. С вами был канал со сложным названием. И все. С вами был канал со сложным названием. Ставьте лайки, если вам понравился обзор на этот автомобиль. Пишите свои комментарии, высказывайте мнение и подписывайтесь на канал. Для нас это очень важно.